Наушники с гибридной конструкцией, которые удивляют своим звучанием. Они выполнены из качественных материалов и имеют кодек высокой четкости. Активный шумодав до 42 дБ, режим прозрачности с усилением голоса. Полноценный мультипоинт на целых 2 устройства, и, разумеется, обо всем этом можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi OneMo EVO. Но как же на самом деле дела обстоят у данной пары, я сейчас вам расскажу. К слову, в белой расцветке на старой прошивке я их обозревал уже около 2 месяцев назад. Заодно узнаем, что изменилось у этого топа. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы снова будем проверять OneMo EVO. До этого у меня были белые наушники, раз, два, на них пришло просто море обновлений, там много чего должно поменяться. Узнаем, но в принципе звук был и так супер-мега волшебный. Из плюшек основных у данных ушей в первую очередь это поддержка кодеков высокой четкости, 6 микрофонов и еще много разных плюшек. Каким образом отрабатывают микрофоны у данных ушей, вы узнаете. Насколько они удобны, я уже спойлерил вам, и те, кто видели обзор, прекрасно знают и в курсе, что эта штука довольно габаритная с одной стороны, с другой стороны у нее, к сожалению, есть вот такая особенность, как, да, цыганские узоры, я их так называю. Мне они удобны. Есть люди, я уверен, кому они будут неудобны. Вот эта вот штука, которую я буду еще раз гонять, она нужна в первую очередь для людей, которые знают, что такое кодек высокой четкости. Если вы планируете смотреть на YouTube какие-нибудь ролики, если вы планируете просто смотреть фильмы или играть в игры, вам не обязательно покупать такие устройства. Они предназначены для воспроизведения музыки, которая в хорошем качестве. Но не будем мы о лирике, мы будем сразу о каких-то физических штуках. Для этого мы сейчас и распаковываем. 47 граммов бокс, ничего не поменялось. Сами наушники довольно тяжелые, по почти 6 граммов, 5,8 каждый. Амбушюры, пакетик, у нас 3 сменные пары. И одни, получается, на самих наушниках. Здесь у нас ничего нет. Здесь у нас кабель для зарядки, Type-C, USB-A. Как я помню, есть здесь еще беспроводная зарядка, прорезиненный бокс, что удобно. Вот эта штука максимально качественная. Эти штуки максимально колхозные, металлические наши великолепные звуководы, сеточки для звуководов. И, в принципе, самое главное, что вам необходимо будет узнать в этом обзоре, это функционал, что поменялось, и, возможно, поменялись микрофоны. Посмотрите прошлые по ссылке в правом верхнем углу и посмотрите этот. Может быть, микро и правда подтянули. Мне писали, что подтянули люди, которые покупали, что вот, Саня, у тебя опять какие-то микрофоны. Напоминаю, что любые Bluetooth наушники это уже довольно сложное устройство, и так же, как с телефоном вы покупаете, его допиливают, приходит прошивка новая, и она все меняет. Иногда не всегда в лучшую сторону, касается Xiaomi обычно, но не наушники. Наушники я не помню, чтобы в худшую сторону что-то меняло у крупных брендов, хотя я уверен, тоже бывает. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрывается 2 смартфона сейчас, условия конкурсов, которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и, разумеется, телеграм-канал, в котором мы постим с подписчиками примеры фото и видео новых и старых смартфонов, чтобы было проще по камере выбрать. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. Я приобрел данные наушники в черной расцветке. И, к слову, белые внешне мне больше понравились, так как сочетание цветов там смотрелось лучше. Дизайн бокса все еще привлекательный, изготовлен он из матового алюминиевого сплава, тактильно приятного, качественные материалы, габариты составляют 66 на 29 на 38 мм, из рук не выскальзывает и потертости быстро не собирает. На дне же бокса расположили антискользящую поверхность, за что отдельное спасибо. На корпусе также есть LED-индикатор, гравировка с названием производителя, краткая информация мелким шрифтом и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой крышку бокса можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, но слабо. Люфт у крышки есть только в закрытом состоянии. Хлопок звонкий, но не сказал бы, что раздражающий. Внутри бокса на матовой поверхности расположили 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом и кнопку сопряжения. На
Наушники в боксе слегка гуляют. Магниты, удерживающие наушники в боксе, неплохие. Емкость аккумулятора здесь 450 мАч. Полный цикл зарядки бокса по проводу занимает 1 час 58 минут. Беспроводная зарядка на борту стандарта QI. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза. Саморазряд у бокса я не обнаружил, что хорошо. Перейдем к наушникам. Изготовлена данная пара из матового пластика. Дизайн интересный. Я считал, что в белой расцветке они выглядели не очень, пока не увидел их в черной. Но, разумеется, на вкус и цвет все фломастеры разные. Материалы очень качественные, как и сборка. Габариты наушников по самым объемным частям составляют 22 на 20 на 16 мм. Звуковод не длинный, овальной формы, его размеры 5 на 7 на 3 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюры и металлическую сеточку. Посадка все такая же удобная, эргономика наушников, как по мне, отличная. На корпусе расположили два контакта для зарядки, маркировку left и right, инфракрасные датчики автопаузы, LED-индикатор, который во время прослушивания музыки не мигает, по 3 микрофона на каждом наушнике и сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника, переключение между обычным режимом, режимом шумоподавления и режимом прозрачности. Одиночного тапа нет, на тапа откликаются наушники хорошо. И момент с тем, что нужно выбирать между плей-паузой, переключением треков, регулировкой громкостью и вызовом голосового помощника. Так как есть только двойное нажатие, тройное нажатие и удержание, одиночного нет. Летим дальше. Оснащены гибридные наушники 10-миллиметровыми алмазоподобными углеродными динамическими драйверами со сбалансированной арматурой. Сертификация HRS Audio, импеданс 32 Ома, ANC, активное шумоподавление до 42 дБ, с 4 режимами работы, а именно сильный, мягкий, адаптивный и WNR, шумоподавление ветра. Работа активного шумодава хуже или лучше не стала, как по мне, этот режим изначально показал себя хорошо. Как и режим прозрачности, который имеет два режима: сквозной и усиление голоса. Наушники поддерживают, разумеется, Google Fast Pair, датчики обнаружения уха работают отлично, и их можно отключить в приложении, что особенно удобно. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и при подключении бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Анимация при подключении к смартфону есть, вдобавок очень удобная. Полноценный мультипоинт на два устройства на борту. Озвучивание в наушниках сопровождается системными звуками. Емкость аккумулятора одного наушника 48 мАч. По автономности больших изменений я не обнаружил. Полный цикл зарядки занимает 1 час 5 минут. Отыграли они по коду CoolDAC на 70% громкости без активированного активного шумодава у меня 5 часов 20 минут. Быстрая зарядка на борту, и за 15 минут в боксе набегает 30%, что позволяет прослушивать музыку в тех же условиях до 2,5 часов. Наушники также имеют водонепроницаемость класса IPX4. Разумеется, я их окунул в воду, по итогу они живые, работают исправно. Но вам я не советую так делать. Далее, для удобного использования нужно установить приложение OneMo, которое доступно как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении есть заряд наушников и бокса по отдельности, настройка шумоподавления и режима прозрачности. Также, помимо перечисленного, есть упрощенный эквалайзер Sound ID, настройка приоритета подключения Bluetooth. К слову, чтобы включить кодек LDAC, нужно выбрать приоритет качества звука, и тогда стабильность связи будет хуже. Далее есть 30 штук успокаивающих звуков, что стандартно для OneMo, как и прогрев наушников в 4 этапа. Нужно конкретно запастись терпением, чтобы их прогреть. Обновить прошивку можно, и мне обновление уже прилетало, как на наушники, так и на приложение. К слову, еще добавили во вкладке профессиональный тюнинг предустановки с 12 готовыми пресетами, что удобно. И даже пользовательский эквалайзер, за что отдельно огромное спасибо. Далее, Bluetooth предпоследней версии 5.2 из кодеков на борту AAC, SBC и LDAC. К слову, напоминаю, с LDAC есть еще одни топовые наушники Huawei FreeBuds 5i. Обзор тоже на канале, и я бы сказал, что они могут и посоперничать. Задержка на YouTube в этих ушах незаметна, а в играх задержка приемлемая. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны с алгоритмом DNN на базе искусственного интеллекта во время звонков отрабатывает хорошо. И изменения в их работе есть вдобавок в лучшую сторону, по мне. Примеры вы сейчас услышите. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Сейчас мы тестируем микрофоны OneMo Evo в помещении для съемок. Здесь я провожу распаки, шуровский микрофон висит надо мной, и я в него разговариваю. Плюс мы тестировали уже эти наушники, получается, в белом цвете, на другой чуть-чуть прошивке. Эти тоже не обновлены пока, но разница в микрофонах для меня ощутима. Послушайте. Прошлый обзор, этот напишите, может быть, вы увидите или услышите, услышите разницу. А по поводу того, как отрабатывают микрофоны, решать всегда вам. Тем более вы сейчас услышите, как все это дело будет работать на улице. Смотрим. Ну что, пример микрофонов на улице у OneMo Evo. Я могу сказать, что однозначно, если вы посмотрите прошлый обзор, который был пару месяцев назад, вы услышите, что микрофоны, несмотря на то, что сейчас ветер, много машин, стали работать лучше, при том, как сейчас я записываю, это, возможно, даже будет не полностью отражать того, как они будут отрабатывать. Во время звонков они отрабатывают вообще хорошо. И я думаю, что уже у вас есть у кого спросить, и на ФОПДА, и на форумах владельцев этих наушников хватает. Еще не забудьте, что по звуку здесь все-таки допилили программу. Появился кастомный эквалайзер, и по мне он стал интереснее и более детальным. То есть это реально аудиофильские ТВСки. И в прямом смысле производитель про них не забыл. OneMo в принципе молодцы. А пилить они дальше пилят. Хотят они быть впереди планеты всей. Вроде бы у них как-то местами даже получается, если вам по форме они подойдут. Смотрим. Звучание. Я прогрел наушники в один проход, и если говорить о звуке без применения различных эквалайзеров, то бас в нем плотный и средний бас в наличии с ощущением прям приличной многослойности. Звучат они все так же отлично. Середина, как и высокие, имеют отличную проработку. Высокие без лишнего акцента, баланс на хорошем уровне, как и детальность, что непривычно для затычек. Глубина присутствует, как и ощущение пространства. С вокалом, с инструментами данная пара справляется отлично. На 100% громкости каши не ощущается, запаса громкости достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости. Также советую воспользоваться алгоритмом Sound ID или воспользоваться готовыми пресетами, которые, к слову, хорошо настроены. На встроенный кастомный эквалайзер наушники откликаются отлично, но лично мне хватило алгоритма Sound ID. Минусы: нет возможности полноценно пользоваться тапами, нет режима низкой задержки, внешний вид опять же на любителя. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Напоминаю, что сейчас идет сейл, он будет до 28-го, и учитывая, что AliExpress сделал курс практически как на бирже, покупать сегодня там выгодно. Как будет завтра, неизвестно. Следите за постами в Телеграме. Всем, кто оставит любой комментарий без мата, хамства и рекламы, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi OneMo Evo остаются также отличным выбором за свою стоимость. С прошивками их допилили, они однозначно стали корректнее работать, лучше звучать. Вдобавок к приложению добавили эквалайзеры, и в принципе мне даже нечего добавить. Молодцы, не забросили продукт. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайсу 100% да, добра и удачи вам, дорогие друзья.